Там Лин. Прекрасная Дженет жила в замке своего отца, славного графа Марча. Вместе с другими девушками она проводила дни в высокой башне замка. Там они шили и вышивали шелковые одеяния. Вот только Дженет не очень внимательно следила, чтобы шов у нее получался прямым и ровным. Больше всего она любила глядеть в окно, а за окном виднелись деревья Картехокского леса, куда девушкам из замка ходить было строго-настрого запрещено. В этом лесу, как говорили, охотились рыцари королевы эльфов и горе той девушке, которая пошла бы туда гулять и повстречала одного из них. Но Дженет не хотела этого слушать. И в один прекрасный день шитье было отброшено в сторону. Иголка очутилась на полу, а сама девушка — в зеленом лесу. Гуляя по лесу, Дженет увидела на поляне белого коня, привязанного к дереву. Он был белее молока, а сбруя сверкала чистым золотом. Дженет пошла дальше и пришла к поляне, усыпанной розами. Не успела она сорвать один цветок, как вдруг перед ней словно из-под земли вырос юноша. «Зачем ты сорвала белую розу, прекрасная Дженет?» — спросил он. «Кто тебе позволил? И как ты посмела прийти в Картехокский лес без моего разрешения?» «Где хочу, там и рву цветы», — ответила Дженет. «А просить у тебя разрешения и не подумаю». Услышав такой дерзкий ответ, юноша рассмеялся, отчего все 7 колокольчиков на его поясе весело зазвенели. Потом сорвал красную розу и, протянув ее Дженет, сказал: «Не сердись, я пошутил. Для такой красивой девушки я бы не пожалел даже всех роз Картехокского леса». Весь день Дженет и юноша по имени Там Лин гуляли по лесу и танцевали на лужайках под волшебную музыку и нежное пение. Но вот Дженет заметила, что солнце клонится к закату, и поняла, что пора домой. Если она хочет попасть в замок до того, как отец заметит, что ее нет. Бедная Дженет так спешила, что почти всю дорогу бежала. Она так устала. Когда она, запыхавшаяся, бледная, вошла в большие ворота замка, придворные дамы, игравшие во дворе перед замком в мяч, спросили ее: «Что такое увидела ты в лесу, прекрасная Дженет? Отчего так устала и побледнела?» Но Дженет им ничего не ответила. На другой день придворные дамы играли в большом зале в шахматы, а девушки опять сидели в башне и шили. Но Дженет осталась одна. Она смотрела в окошко и думала: хорошо бы сейчас гулять в лесу с молодым рыцарем, танцевать под волшебную музыку и слушать нежное пение. Задумавшись, она не заметила, как к ней подошел старый лорд, друг ее отца, славного графа Марча. «Отчего ты грустишь, прекрасная Дженет?» — спросил он. «Сдается мне, ты вчера побывала в зеленой стране эльфов. Если только наш граф узнает об этом, всем нам не сдобровать». «Ах, оставьте меня в покое!» — рассердилась Дженет. В ответе ее звучала дерзость, а сердцем она чувствовала, что старый лорд прав. Там Лин был не простой смертный, а рыцарь королевы эльфов. И горе той девушке, что полюбит рыцаря из волшебной страны. Так говорили все. Но Дженет
не хотел этого слушать. И в один прекрасный день опять убежала в лес. Она долго блуждала среди деревьев, но ни белого коня, ни ее молодого хозяина так и не встретила. Она хотела идти домой и сорвала зеленую ветку, чтобы унести ее с собой на память. Как вдруг перед ней, словно из-под земли, вырос Тамлин. «Скажи мне, скажи скорее, Тамлин, кто ты?» — спросила Дженнет. «Я страж этого леса», — ответил юноша. «Значит, ты и вправду рыцарь королевы эльфов?» — печально сказала Дженнет. «Так меня называют», — ответил Тамлин. «Но я родился и вырос среди людей. Меня воспитывал мой дедушка граф Роксбургский, потому что родители мои умерли, когда я был еще ребенком. С тех пор я жил в его замке. Однажды, во время охоты, вот в этом самом лесу с севера налетел страшный ветер. Граф Роксбургский со своей свитой поскакал домой, а меня одолел какой-то странный сон, и я упал с коня. Проснулся уже в стране эльфов. Это их королева нарочно наслала на нас злой северный ветер, чтобы унести меня к зеленым холмам, в страну вечной юности. Вспомнив про зеленые холмы, Тамлин замолк, опустил голову и о чем-то задумался, а потом с грустью заговорил вновь. «И с тех пор на мне заклинание королевы эльфов. Днем я должен сторожить Картехокский лес, а ночью возвращаться в страну эльфов. Там всегда весело и тепло. Я там в большом почете. Но если бы ты знала, Дженнет, как мне хочется разрушить волшебные чары и вернуться к людям!» Дженнет воскликнула. «Я помогу тебе, если ты хочешь». Тамлин нежно взял ее руку в свои и сказал: «Есть только одна ночь в году, когда можно разрушить злые чары королевы эльфов. Это ночь на 1 ноября, в канун праздника всех святых. На эту ночь все эльфы и их королева покидают свои зеленые холмы, и я еду с ними. Сегодня как раз такая ночь. Но освободить меня нелегко. Отважишься ли ты на это, милая Дженнет?» В ответ Дженнет лишь спросила, что она должна сделать. И Тамлин ответил: «Когда пробьет полночь, жди меня у перекрестка 4 дорог. Сначала ты увидишь рыцарей королевы эльфов на вороных конях. Пропусти их и не сходи с места. Потом проскачут всадники на буланых конях. Ты пропусти их. И, наконец, появятся всадники на белых. Я буду среди них. Чтобы ты узнала меня, я сниму с одной руки перчатку. Подойди к коню, возьми его за золотую уздечку и вырви поводья из моих рук. Как только ты отнимешь у меня поводья, я упаду с коня, и королева эльфов воскликнет: верного Тамлина похитили. Вот тогда будет самое трудное. Ты должна обнять меня крепко и не отпускать, что бы со мной ни делали, в кого бы меня ни превращали. Только так можно снять с меня заклинание и победить королеву эльфов». Бедной Дженнет было страшно оставаться одной ночью в лесу. Но она помнила, что ей сказал Тамлин, и сделала все, как он просил. Дженнет схватила его белого коня за золотую уздечку и вырвала поводья из его рук. И когда он упал на землю, она обняла его крепко-крепко. «Верного Тамлина похитили!»
— воскликнула королева эльфов. Но Дженнет не испугалась и только еще крепче обняла его. Тогда королева, прошептав заклинание, превратила Тамлина в зеленую ящерицу. Дженнет прижала ящерицу к сердцу, но тут ящерица превратилась в холодную змею, которая обвелась вокруг ее шеи. Дженнет смело схватила ее. Тогда змея обернулась в брусок раскаленного железа. Из глаз у Дженнет полились слезы. Ей было так больно. Но Тамлина она все равно не выпустила из рук. И королева эльфов тогда поняла, что Тамлин потерян для нее навсегда. Она вернула ему его прежний облик и сказала: «Прощай, Тамлин, прощай. Лучшего рыцаря потеряла страна эльфов. Если бы я знала вчера то, что узнала сегодня, я бы превратила твое нежное сердце в камень». С этими словами королева эльфов исчезла в зеленом лесу. А прекрасная Дженнет взяла Тамлина за руку и отвела в замок своего отца, славного графа Марча.